Это наша игра под названием Jumping Pixel. Почему наша аниме, вы узнаете чуть позже. Суть заключается в том, что игроку надо собрать все сферы или убить всех врагов, чтобы открыть дверь и пройти на следующий уровень. На данный момент она находится в разработке уже больше года, а с последнего ролика про нее прошло... Подумаешь, 7 месяцев прошло, как будто вы заметить успели. Кстати, если вы еще не видели прошлые части, то обязательно посмотрите их по подсказке справа сверху. И да, с момента последнего ролика про Jumping Pixel очень многое поменялось. В сегодняшнем ролике я расскажу вам, что именно поменялось за это время, кто присоединился к разработке игры и какие у меня планы на будущее. Всем привет, дамы и господа, с вами снова я, Among Us. Поехали! Итак, 10 апреля 2023 года вместе с новым роликом я выпустил новую демо-версию игры и поделился ей на различных дискорд-серверах, а именно на сервере Макстера и на вот этом вот серваке от сервера... И на вот этом вот сервере от создателей игры Will You Snail. И я правда хз, зачем тут эмодзи ноги в канале фидбэк. Ну ладно. И после этого сразу последовали всякие баги и предложения. И уже на следующий день я, чтобы вы думали, открыл FL Studio и начал писать музыку для игры. Потому что в первой демке музыка была тупо сворована из Undertale и Deltarune. Тем не менее, когда я дописал и вставил игру, я принялся исправлять другие штуки. Например, теперь у босса есть вот такие вот молнии, которые исчезают, когда его можно атаковать. И почти через 2 недели я выпустил демо 2 с исправлениями багов и улучшением геймплея. Ну и после этого пришло время заняться второй главой. Да, игра будет поделена на главы. Всего их на данный момент планируется 3. В каждой главе будет по 10 обычных уровней и по одной босс-битве. Первая глава уже полностью готова. Ну, практически. А значит, время приступать к разработке второй. Накануне я заценил такую замечательную игру, как Slash. И, вдохновившись этой замечательной игрой, решил украсть оттуда механику рывка. Спойлер, после релиза первой беты она будет заменена на кое-что другое, но обо всем по порядку. Те, кто играл в эту игру, знают, что там есть вот такие вот зеленые штучки, которые, кстати, чем-то похожи на сферы. Прикол в том, что когда ты сделал рывок, следующий рывок можно сделать только когда ты приземлишься. Однако, если ты подберешь эту штуку, пока ты в воздухе, то тебе дается дополнительный рывок. Далее я, естественно, сделал пару уровней с использованием этих штук. И где-то в одном из этих уровней я поместил первую пасхалочку. Изначально тут должны были быть надписи на польском языке. Почему именно на польском? Да не знаю как-то. Как и то, почему я не добавил отсылку на польскую корову. Ладно, к этим надписям мы вернемся чуть позже, а пока я вам расскажу о другом приколдесе, который появился во второй главе, а именно о новом типе врага. Я его уже показывал давным-давно в своем телеграм-канале, на который, кстати говоря, рекомендую подписаться по ссылке в описании. Ну если вкратце, то когда ты попадаешь в его зону видимости, он начинает лететь в твою сторону, при этом облетая все препятствия. И если он тебя все же догоняет, то начинает наносить урон. Но если ты выходишь из поля зрения врага, то он еще какое-то время продолжает лететь в твою сторону. Звучит прикольно, осталось это только запрограммировать. Для начала я открыл на ютубе англоязычный видеоурок и начал писать для врага скрипт. Параллельно этому я нарисовал в Assprite самого врага и его лопасти, которым я сделал вращение через скрипт. Я не буду сильно вдаваться в детали о том, как я написал для него искусственный интеллект, однако ссылку на видеоурок, где рассказывается, как сделать это, я оставил в описании. Так, ладно, это все, конечно, очень круто, но думаю, стоит сделать так, чтобы во врага можно было стрелять, и чтобы игрок получал урон от соприкосновения с ним. Кстати, о стрельбе. Помните, я в предыдущем ролике про эту игру добавил стрельбу, но никак ее в итоге не использовал. Так вот, теперь она наконец-то пригодилась. И уже спустя пару часов все начало работать как надо. Затем я начал делать врагу поле зрения. То, о чем я рассказывал минуту назад. Или даже меньше. И тут мне пришлось запариться чуть сильнее. Но тем не менее, через пару дней танцев с бубном и десяток просмотренных видеоуроков, я все-таки смог сделать эту штуку. После этого я сделал еще один уровень с врагами и параллельно начал решать одну из главных проблем первых демо-версий игры, а именно кривую камеру на некоторых уровнях. Ну, вы, наверное, сами видите, что тут не так, думаю, объяснять смысла нет.
И на помощь мне пришли рекомендации Ютуба, которые подкинули мне вот такой вот видеоурок, ссылку на который я также оставил в описании. И кривую камеру я, естественно, пофиксил на всех остальных уровнях, где это надо было. Затем я начал делать еще несколько новых уровней, параллельно добавляя еще всякие мелкие прикольчики. Например, иконку, которая появляется при открытии двери, если эта самая дверь находится за пределами видимости камеры. Кстати, помните вот эти странные надписи на польском языке? Так вот, на смену им пришли патриотические надписи на богуславском языке. Что? Что такое богуславский язык? Что там вообще написано? Ай, не скажу. Вот. Тем не менее, до полного завершения второй главы, практически полного, остался один этап – сделать вторую босс-битву. И именно этот момент я оттягивал до последнего. Сначала вместо нее я начал переделывать систему управления, чтобы добавить в игре поддержку геймпада, а затем и вовсе переключился на другой проект. И после того, как я доделал этот самый проект и выложил про него ролик, началось самое интересное. Как вы скорее всего помните, в видео про God of VR я объявил набор бета-тестеров для игры Jumping Pixel. И, кстати говоря, о нем прямо сейчас, перейдя по одной из ссылок в описании, вы можете записаться на закрытое бета-тестирование игры. Плюс участие в нем заключается в том, что вы, во-первых, попадете в титры игры, когда она выйдет, а это произойдет где-то к концу года, а во-вторых, вы будете иметь доступ к закрытым бета-версиям, в которые больше никому не удастся поиграть. На самом деле, я его впервые объявил еще в мае где-то. Ладно, неважно. Так вот, спустя пару дней после выхода этого ролика, YouTube начал активно его продвигать, что привело к тому, что количество заявок на участие в бета-тестировании сильно увеличилось, как и количество участников на моем Discord-сервере. И от этого я сильно офигел, причем настолько, что в какой-то момент добавил на сервере правила, запрещающие меня пинговать. Сейчас оно не такое жесткое, так что не пугайтесь. Но тогда для меня все это было очень непривычно. Настолько, что я банально над игрой не мог нормально работать и все время отвлекался то на Discord, то на одобрение заявок на становление бета-тестером. Однако еще через пару дней актив немного снизился. Я продолжил работу над игрой. Кстати говоря про игру, уже на следующий день после того, как вышел ролик про God of VR, я начал работать над второй босс-битвой. Если босс-битву в первой главе я украл, вернее адаптировал из игры про Спанч Боба, то эту босс-битву я адаптировал, вернее украл из такой игры, как What the Golf, в которой вы можете играть в гольф. Чего? А если точнее, я решил скопировать вторую фазу финальной и, в принципе, единственной босс-битвы против короля жабы Клавы. Там прикол заключался в том, что персонаж плывет на лодке вперед, без возможности остановиться или повернуть назад, а жаба Клава тем временем пыталась атаковать игрока. Затем из ниоткуда появляется коробка с мячиками для гольфа, которую можно либо оплыть, либо подобрать, чтобы пульнуть одним из мячей в жабу и нанести ей урон. Это надо повторить еще несколько раз, и после этого начинается финальная фаза, которая заключается в том, что игрок залезает в рот жабы и захватывает управление ее мозгом. В отличие от прошлого ролика, в этом видео я не просто не буду рассказывать, как проходила разработка этой босс-битвы, но и даже не буду пояснять за ее геймплей. Это на молодежном сленге так говорят. Нет, это вовсе не потому, что я хочу как можно быстрее написать сценарий и выпустить этот несчастный ролик на канал, а потому что, во-первых, на процесс разработки всем насрать, хотя если бы так и было, мои ролики никто бы не смотрел. А во-вторых, если я поясню за геймплей, то вы узнаете о нем заранее, вместо того, чтобы пройти по ссылке в описании и скачать новую демо-версию со второй главой. Ладно, о чем я там говорил? Да, вспомнил. На то, чтобы доделать босс-битву, у меня было время до 20 августа, так как именно в этот день я улетел в отпуск, которого вернулся только через 2 недели. Поэтому я максимально по-быстрому доделал вторую босс-битву и принялся за другие, не менее важные элементы. Например, чел под ником DimaX2 предложил добавить во второй босс-битве вот такого вот призрака, который говорит всякие полезные советы, такие как «мойте руки перед едой» и «Я люблю хлеб с маслом». Кстати, я сообщение про хлеб с маслом увидел только когда сценарий писал, поэтому надо срочно добавить это в игру.
Да, как вы можете заметить, я его добавил не во второй босс-битве, а в первой. Впрочем, неважно. Ладно, про Диму X2, как и про других участников моего Discord-сервера, и то, что они сделали для игры, я расскажу чуть позже. А мне тем временем осталось адаптировать все нововведения для мобилок. Ну, то есть, переделать управление. И, кстати говоря, сделал это всего за несколько часов до релиза бета-версии, но мы не об этом. Во всех подробностях я об этом рассказывать не буду, так как это, в принципе, не очень важно. Но важно то, что за эти несколько часов я предпринял решение, которое захейтили абсолютно все, кто играли с мобилок. А именно, я заменил кнопки для ходьбы на джойстик. Делая это не просто так, а для того, чтобы адаптировать под мобилки рывок. Тем не менее, первая бета-версия игры вышла 16 августа, и после этого на Discord-сервере игры начался сущий кошмар. Я нашел баг в первой главе 5 уровень, когда поднялся по платформам и умер об шипы, то игру перестает ходить. Я вот хочу включить богуславский язык, а мне включается английский. Ё-моё, конечно, первые 3 левела, я не могу их пройти. Вот это поиграл в казуалку. Если во время щита стать на шипы, то после того, как щит попадет, к сожалению, я не могу записать старый баг. Что за микрофон? Я все понимаю, но пушка похожа скорее на микрофон. Включается в текстурки, иногда я тебя обыграл, представляете, на самом деле правильно не обыграл, а обыграл, потому что так сказал Дима X2. Громкий звук, минус текст врага, нельзя врага убить, минус прохождение, плохой момент, сегодня почему оружие из второй главы похоже на... Короче, на микрофон, а не на то, что вы там подумали. Ё-моё, кто мне там пишет, пока я ролик записываю? И за 3 дня перед отпуском я успел пофиксить всякие мелкие и не очень баги. И добавить всякие мелкие приколы, например, кнопку для перезапуска уровня. Однако самое главное изменение, которое успел совершить, это замена рывка на двойной прыжок. За это можете поблагодарить вот это вот англоязычного пчела. Если бы не он, я скорее всего никогда бы об этом не додумался. Ну и перед тем, как начать рассказывать о том, что же было дальше, думаю, стоит хотя бы в 2 словах рассказать о комьюнити игры. Я уже рассказывал о том, как сильно офигел от количества участников на моем Discord-сервере. На самом деле, офигел я от того, что меня все время пинговали и либо помогали помочь мне с чем-то, либо делились идеями, либо еще что-то. И вместо того, чтобы работать над игрой, мне чуть ли не весь день приходилось на все это отвечать. Не знаю, правда, почему я не додумался выключить уведомления в Discord, чтобы мне ничего не мешало. Но, по крайней мере, если меня настигнет новая волна популярности, я буду знать, что делать. Тем не менее, из всех, кто предлагал идеи и выявлял баги, больше всего выделились КТ, RSans и Дима X2. Последние 2 личности в дальнейшем очень сильно повлияют на разработку игры, особенно Дима X2, которого я сделал бета-тестером, даже несмотря на то, что он не подавал заявку, и которого менее чем через пару месяцев пригласил к себе в команду. Но обо всем по порядку. Интересный факт. Изначально этот ролик должен был выйти в начале сентября, но сначала я отложил его до 27 сентября, потом до 1 октября, потом на неопределенный срок, потом до середины ноября, и в итоге он вышел 34 февраля 3265 года. Все эти 3 месяца, в принципе, были очень продуктивными, так как особого прогресса в разработке игры не было. Тем не менее, в начале сентября я продолжил исправлять всякие баги, и параллельно добавлять всякие новые штуки. Например, таймер для спидрана. Параллельно этому, в вечер перед моим днем рождения, произошло небольшое... Unity Runtime Fee. Что можно перевести на русский как... Плата за выполнение говна. Ну, в целом, для игры особо ничего не поменялось. И 15 сентября произошло одно из самых важных событий в истории этой игры. Именно в этот день я, непонятно правда зачем, решил официально пригласить поучаствовать в разработке игры Диму X2. И вот так появилась студия Rouge Games, которая состоит из 2 человек, включая меня, проживающих в разных городах и даже в разных часовых
часовых поясах. Кстати, у этой самой студии есть свой YouTube канал и Twitter, то есть X, куда я буду выкладывать всякие трейлеры и новости по разработке игры, но для англоязычных челов. Думаю, вы понимаете, на что я намекаю. И уже на следующей неделе вышла бета 1.1 с исправлениями различных багов и новыми фишками. Кстати, помните, я говорил про таймер для спидрана? Так вот, его пришлось перенести на более поздний срок из-за технических проблем. В октябре, насколько я помню, в октябре ничего особо важного произошло. Зато в ноябре мы с Team X2 начали делать обновление визуала. Если вкратце, то я еще давно хотел поменять то, как выглядит игра, потому что сейчас она выглядит как-то так. Сразу же бросаются в глаза серые платформы и темно-серый задний фон. Выглядит не очень, согласитесь. Пока что обновленный визуал выглядит как-то так. Прошу заметить, что это не окончательный вариант, и мы будем очень рады услышать ваш фидбэк насчет него. А оценить этот визуал, как и другие новые фишки, а также полноценную вторую главу, вы можете, пройдя по ссылке в описании и скачав новую демоверсию игры. Ну, ладно, вторая глава еще не совсем полноценная, так как в ней еще есть всякие баги и недоработки, но мы обязательно это все поправим к окончательному релизу, который, кстати говоря, произойдет в первой половине следующего года. И перед тем, как закончить сегодняшнее видео, я хотел бы извиниться за то, что оно вышло так поздно. В дальнейшем я постараюсь такого не допускать. Ну и если вы хотите поддержать меня, дать мне немного мотивации продолжать делать Jumping Pixel, а также получить доступ к эксклюзивному контенту, то вы можете подписаться на мой Boosty. Самая дешевая подписка стоит всего 49 рублей. Это всего на 7 рублей дороже, чем игра Русы против ящерок без скидок. А если вы хотите чего-то большего, то есть подписка за 249 рублей в месяц, которая помимо доступа к секретным постам и попадания в титры роликов, дает доступ к секретным чатам в Дискорде и Телеге, и доступ к новым роликам за день до их публикации на YouTube. И в честь выхода нового ролика на эту самую подписку действует скидка 50%. Поторопитесь, акция ограничена и действует до 24 декабря. Ну и на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал и на YouTube канал Rush Games, а также на Twitter, то есть X Rush Games, и на мой телеграм-канал. Увидимся через 10 лет.